Добрый день всем! Сегодня я хочу немножко показать нанесение декоративного покрытия шелк. Всем известного и всеми любимого декоративная краска с перламутровым 3D эффектом. Как мы его наносим? То есть стена — это материал очень тонкий, и под него должна быть идеально выровненная, подготовленная поверхность. Царапинки вот эти вот все. То есть нужно очень хорошо отшпаклевать и шлифовать стены нулевкой практически. Первый слой мы красим, задаем фон. То есть получается, что краска и шелк должны быть колированы одним цветом. Краска всегда получается чуть насыщеннее, чем шелк. За счет перламутра у шелка побледнее получается цвет, но все равно, то есть мы колируем, например, на аппарате и выбираем один и тот же тон, колируем краску и сам шелк. Покрасили, ровненькая стена. Вот даже на ощупь не должно быть каких-то там крупиночек. Но это часто бывает. Даже если покрасили и оказались эти крупинки, ну подснимите их. Мы наносим его кельмой. Первый слой тонко-тонко. То есть, как я для себя это объясняю, для чего мы наносим первый слой? Чтобы укрыть шубку от валика. Даже самый-самый валик с мелким ворсом все равно оставляет небольшую шубку. Вот первый слой мы задаем фон, укрываем вот эту шубку. Тоненько прямо, буквально на сдир. Вот. Ну и также вот этот первый слой, он еще убирает какие-то мелкие дефекты. Ну совсем не получится у вас все равно стекло, как бы вы ни шпаклевали. И вот этот первый слой, он убирает шубку от валика и убирает мелкие-мелкие царапинки, всякие нам ненужные. Хаотичными движениями, не оставляя каких-то лишних переходов, то есть никакой фактуры нам здесь не нужно. Мы нанесли первый слой и немножко ждем. Если у вас это помещение, у вас 4 стены. Так вот, комната, допустим, вы идете от одного угла, и пока вы это наносите в круговую, вы вернетесь к тому же самому углу, и в принципе можно будет уже приступать к финишному слою и формированию эффекта. Он быстро достаточно высохнет, это очень тонкий слой, поэтому ждать там сутками не нужно его. После подсыхания первого слоя мы наносим такой же тонкий слой, второй, и формируем рисунок. То есть вот нанесли, допустим, кусочек, да, можно наносить фактуру саму вот, ну, вот такой вот шайбочкой, вот такая круглая кельма. Но я сегодня не буду ей делать, я сделаю большой, мне нравится вот покрупнее. То есть вот таким образом мы формируем рисунок, тогда у нас получится крупнее мазки. У меня попадается иногда мусор, я убираю его.
редко без этого обходится. Иногда что-то все равно попадается, какие-то крупинки на стене. На кельме немножко подсохло. Еще раз напоминаю, способ нанесения шелка. Идеально подготовленная поверхность. Краска, колерованная в цвет шелка. То есть вы покупаете в магазине краску, шелк и колируете в один цвет. Покрасили. Дальше тонкий слой на сдир наносим. После высыхания, естественно, после высыхания краски мы наносим тонкий слой шелка на сдир. Для укрытия небольших микроцарапинок каких-нибудь и шубки от валика небольшой. После высыхания вот этого первого слоя, который вы нанесли на сдир, мы снова такой же тонкий слой наносим и формируем рисунок. Мы сформировали, у нас он получается чуть-чуть такой, но все равно, когда вы кельмой или шайбой ведете, он же тянется материал друг за другом, и небольшой такой рельефчик получается, очень мелкий рельефчик. Ждем некоторое время. Допустим, если вы это делаете на стене, сделали часть, нанесли рисунок, сделали, нанесли. Еще так пару раз сделали, нанесли, вернулись снова к первому и снова повторно его поджимаете вот либо кельмой металлической, либо шайбой круглой, которую я сейчас делала. Круглая шайба вот так. То есть ей я сейчас поджимала, она должна быть всегда чистая. Поджали, готово. Сейчас мы его вблизи снимем, как он выглядит. Всем спасибо.